Как появилась Вселенная? Бесконечна ли она? Что ждет ее в будущем? А может, наша реальность всего лишь симуляция? Эти вопросы звучат как научная фантастика, но на самом деле они волнуют ученых всего мира. Сегодня вы узнаете ответы на самые удивительные загадки о космосе, о границах реальности и о том, что может быть за пределами нашего понимания. Готовы заглянуть в самую суть Вселенной? Тогда начинаем. Вселенная – это все, что существует вокруг нас. Представь себе бескрайнее пространство, наполненное звездами, планетами, галактиками, туманностями и невидимыми силами. Она кажется бесконечной, но ученые считают, что у нее есть границы. Просто мы пока не знаем, где именно. Мы живем на маленькой голубой планете по имени Земля, которая вращается вокруг своей звезды – Солнца. А Солнце – это всего лишь одна из миллиардов звезд в нашей галактике, которая называется Млечный Путь. Но даже наша галактика – это всего лишь капля в огромном космическом океане, где существуют миллиарды других галактик. Когда мы смотрим на ночное небо, нам кажется, что звезды неподвижны, но на самом деле все во Вселенной движется. Планеты вращаются вокруг звезд, звезды кружатся внутри галактик, а сами галактики дрейфуют в пространстве, удаляясь друг от друга. Это происходит из-за того, что Вселенная расширяется. Когда-то давно, более 13 миллиардов лет назад, она была крошечной и невероятно горячей точкой. Затем произошел большой взрыв. И с этого момента началась история времени и пространства. Все, что мы видим вокруг, появилось в результате этого взрыва. Материя, звезды, планеты, даже ты и я. Хотя Вселенная кажется нам вечной, она тоже имеет свое прошлое, настоящее и, возможно, будущее. Ученые до сих пор спорят о том, чем все закончится. Одна из теорий говорит, что расширение никогда не остановится, и Вселенная будет становиться все более холодной и пустой. Другая предполагает, что когда-нибудь гравитация замедлит расширение, и все снова сожмется в одну точку. Но пока что мы точно знаем одно – она огромна и полна загадок. Одной из главных загадок остается темная материя. Мы видим только звезды и галактики, но на самом деле в пространстве есть что-то невидимое, что удерживает их вместе, не давая разлететься. Это невидимое вещество называется темной материей. А еще существует темная энергия, сила, которая заставляет Вселенную расширяться. Мы не знаем, что это такое, но ее в космосе гораздо больше, чем обычной материи. Наше место во Вселенной крошечное, но удивительное. Вокруг нас миллиарды галактик, но именно в нашей, на одной из миллиардов звезд, появилась жизнь. Ученые не знают, единственные ли мы живые существа во Вселенной, но поиск продолжается. Возможно, где-то далеко существуют другие цивилизации, которые тоже смотрят на звезды и задаются теми же вопросами. Сейчас человечество только начинает понимать, насколько велика и сложна Вселенная. Мы запускаем телескопы, отправляем зонды к дальним планетам, мечтаем о полетах к другим звездам. Чем больше мы узнаем, тем больше новых вопросов возникает. Когда мы смотрим на ночное небо, мы видим темную бесконечность, усыпанную звездами. Мы называем ее космосом.
Но если подумать глубже, возникает вопрос, а что такое Вселенная? Это просто другое слово для обозначения того же самого? Или между ними есть разница? Давай разберемся. Космос – это слово, которое чаще всего используют, когда говорят о звездах, планетах и всем, что находится за пределами нашей Земли. Когда человек выходит в открытый космос, он оказывается в огромном пустом пространстве, где нет воздуха, где царит холод и тьма, нарушаемая лишь сиянием далеких звезд. Космос можно представить как огромное пространство, в котором движутся планеты, вращаются звезды, разбросаны астероиды, а кометы пролетают, оставляя за собой светящиеся хвосты. Вселенная – это не просто космос. Это гораздо больше. Вселенная включает в себя все, что существует. И планеты, и звезды, и галактики, и даже само пространство, в котором они находятся. Если представить космос как океан, к которому плывут звезды и планеты, то Вселенная – это не только сам этот океан, но и все, что за его пределами. Даже законы физики, которые управляют движением волн и течений. Вселенная – это не только то, что мы видим, но и то, что мы пока не можем увидеть или понять. Разница между этими понятиями становится особенно заметной, когда мы говорим о науке. Космос – это часть Вселенной. Когда мы говорим о космосе, мы обычно имеем в виду пространство, которое начинается сразу за пределами нашей атмосферы. Например, космонавты летают в космос, но они не говорят, что они летают во Вселенную. Это потому, что космос – это место, а Вселенная – это вся система, включающая и время, и пространство, и энергию, и даже те силы, которые управляют всем этим. Можно сказать, что космос – это видимая часть Вселенной, а сама Вселенная – это нечто гораздо более глобальное. Вселенная может включать в себя даже то, о чем мы пока не знаем. Например, существует теория о том, что наша Вселенная – это лишь одна из множества возможных Вселенных, и тогда за ее пределами могут существовать другие, совершенно разные миры. Если это так, то космос – это просто часть той реальности, которую мы можем видеть и исследовать, а сама Вселенная – это нечто бесконечно большое. Интересно, что в древности люди вообще не разделяли эти понятия. Для них небо, звезды и весь мир вокруг были чем-то единым. Но с развитием науки и технологий мы начали лучше понимать, что именно окружает нас, и научились различать отдельные понятия. Теперь мы знаем, что космос – это всего лишь малая часть Вселенной, а Вселенная – это весь грандиозный мир, полный тайн и загадок. Земля – это крошечная голубая планета, которая несется в огромном пространстве Вселенной. Она кажется нам большой, потому что мы живем на ней, но если посмотреть на нее издалека, то она превращается в маленькую точку среди миллиардов других миров. Чтобы понять, где именно находится наша планета во Вселенной, нужно отправиться в путешествие от самого близкого к самому далекому. Начнем с того, что Земля – это часть Солнечной системы. В центре этой системы находится Солнце, огромная звезда, которая дает нам свет и тепло. Вокруг Солнца вращаются разные планеты. Рядом с нами Марс и Венера, а дальше Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Все они движутся по своим орбитам, подчиняясь закону гравитации. Наша планета находится на третьем месте от Солнца.
на таком расстоянии, которое делает ее идеальной для жизни. Здесь есть вода, воздух, пригодная температура, все, что нужно, чтобы на планете могли появиться люди, животные и растения. Но Солнечная система – это не единственное, что окружает Землю. Если отдалиться еще дальше, мы увидим, что наша звезда – это всего лишь одна из сотен миллиардов звезд в огромной галактике, которая называется Млечный Путь. Эта галактика представляет собой гигантский звездный вихрь с длинными спиральными рукавами, которые закручиваются вокруг центра. Солнце вместе с Землей находится в одном из этих рукавов. Он называется рукав Ориона. Мы находимся довольно далеко от центра галактики, но это даже хорошо. В центре Млечного Пути скрывается огромная черная дыра. И если бы мы были слишком близко к ней, жизнь на Земле могла бы быть невозможной. Но даже Млечный Путь – это только малая часть Вселенной. Нашу галактику окружают миллиарды других галактик. Ближайшая к нам большая галактика называется Андромеда. Она похожа на Млечный Путь, и когда-нибудь, через миллиарды лет, эти две галактики столкнутся и сольются в одну. Но пока этого не произошло, мы продолжаем двигаться по своим орбитам, кружась в бескрайнем космическом пространстве. Все галактики в нашей части Вселенной объединены в гигантскую систему, которая называется местная группа. Это своего рода галактический квартал, где находятся несколько десятков галактик, включая Млечный Путь, Андромеду и множество более мелких звездных скоплений. Эта группа, в свою очередь, является частью еще большего образования – сверхскопления галактик, известного как сверхскопление Девы. Оно состоит из тысяч галактик, объединенных гравитацией, и занимает огромные просторы. Но даже это еще не конец. Если взглянуть на Вселенную в самых больших масштабах, то мы увидим, что галактики и сверхскопления формируют гигантскую космическую паутину. Вселенная похожа на сеть, в которой яркие нити состоят из звездных островов, а между ними простираются огромные пустые пространства. Все это непрерывно движется, расширяется и изменяется. Таким образом, если проследить путь от Земли к самым далеким уголкам, получится удивительная цепочка. Земля, Солнечная система, Млечный Путь, местная группа галактик, сверхскопление Девы, великая космическая паутина Вселенной. Это путь от нашего дома к бесконечности. Вселенная – это невероятно древний и огромный мир, существующий гораздо дольше, чем может представить человеческий разум. Ее возраст настолько велик, что цифры, которыми его измеряют, кажутся чем-то нереальным. Сегодня ученые считают, что нашей Вселенной примерно 13,8 миллиарда лет. Но как они смогли это узнать? Ведь никто не был свидетелем ее рождения, и нет часов, которые начали бы отсчет времени в тот момент, когда все появилось. Чтобы понять возраст Вселенной, нужно вернуться к тому, как она возникла. Современная наука говорит, что все началось с Большого взрыва. Это не было обычным взрывом, как мы представляем, когда что-то взрывается и разлетается в стороны. Скорее, это было мгновенное рождение всего пространства и времени, когда невероятно горячая и плотная точка вдруг начала расширяться. Именно этот момент и считают началом отсчета возраста Вселенной.
Ученые используют разные методы, чтобы измерить, сколько времени прошло с того момента. Один из самых точных способов – изучение космического микроволнового фона. Это слабое свечение, оставшееся от первых времен Вселенной, своего рода ее младенческая фотография. Специальные телескопы, такие как спутник Планк, измеряли это излучение и помогли вычислить возраст нашего мира с высокой точностью. Так и получилось число 13,8 миллиарда лет. Другой метод – изучение самых старых звезд и галактик. Чем дальше мы смотрим в космос, тем глубже заглядываем в прошлое. Ведь свету требуется время, чтобы достичь нас. Мы можем видеть галактики, которые существовали миллиарды лет назад, и по ним определять, как менялась Вселенная. Самые древние звезды, которые удалось найти, имеют возраст около 13 миллиардов лет, что подтверждает расчеты о возрасте всего космоса. Но что было до этого момента? Если Вселенная родилась 13,8 миллиарда лет назад, что же было раньше? Некоторые теории говорят, что Вселенная могла появляться и исчезать много раз, проходя через циклы расширения и сжатия. Другие предполагают, что до нашего мира могло существовать что-то другое. Но мы не можем этого увидеть или доказать. Интересно, что понятие времени в масштабах Вселенной совсем не такое, как мы привыкли. Когда мы говорим «миллиард лет», это звучит как нечто невообразимо долгое, но для космоса это лишь мгновение. Например, в нашей Солнечной системе около 4,6 миллиарда лет. Значит, она появилась, когда Вселенной уже было больше половины ее нынешнего возраста. Галактики продолжают рождаться, умирать, сталкиваться друг с другом. И процесс этого космического движения идет уже миллиарды лет. С возрастом Вселенной связан и другой вопрос. А сколько ей еще осталось? Будет ли она существовать вечно? Или у нее тоже есть конец? Одна из главных теорий говорит, что Вселенная продолжит расширяться бесконечно. Если это так, то через триллионы лет она станет холодной, пустой и темной, когда звезды погаснут, а галактики разлетятся друг от друга так далеко, что перестанут быть видимыми. Вселенная существует. Мы видим звезды, планеты, галактики, можем потрогать Землю под ногами, вдыхать воздух и ощущать течение времени. Но если задуматься, откуда все появилось, возникает сложный вопрос. Как мог возникнуть огромный, сложный, наполненный миллиардами галактик мир, если когда-то не было ничего? Что значит «ничего»? Как может что-то появиться просто так? Современная наука считает, что Вселенная началась с Большого взрыва. Это было не просто обычное расширение чего-то уже существующего. До этого момента не было ни пространства, ни времени, ни материи, ни энергии. Было буквально ничего. Но что это за ничего? Здесь начинается самое интересное. Иногда мы представляем ничего как пустое темное пространство. Но даже пустота – это уже не ничего. Это пространство, а до начала Вселенной даже пространство не существовало. Когда говорят «ничего», речь идет о полном отсутствии всего, даже самих понятий, которые могли бы описать это состояние. Один из главных научных взглядов на появление Вселенной связан с квантовой механикой.
В мире мельчайших частиц, гораздо меньше атомов, действуют странные законы. Там частицы могут появляться и исчезать буквально из пустоты. Это не просто теория. Такие явления действительно наблюдают в лабораториях. В квантовом мире пустота не совсем пустая. Она наполнена мельчайшими всплесками энергии, которые то появляются, то исчезают. Ученые называют это квантовыми флуктуациями. Одна из гипотез говорит, что наша Вселенная появилась в результате подобной квантовой флуктуации, но в невероятно больших масштабах. Возможно, крошечный пузырек энергии появился из ничего, а затем начал стремительно раздуваться. Этот процесс получил название космической инфляцией. За доли секунды Вселенная выросла из микроскопической точки до размеров, которые стали основой всего, что мы видим сегодня. Это был не взрыв в привычном смысле слова, а расширение самого пространства, которое вытягивало материю вместе с собой. Но даже если принять, что квантовые процессы могли запустить рождение Вселенной, остается вопрос, откуда взялась сама энергия. Одна из удивительных идей заключается в том, что Вселенная может быть создана из ничего в буквальном смысле, потому что в ней общее количество энергии может быть равно нулю. Как это возможно? Дело в том, что у Вселенной есть два типа энергии. Положительная, которая заключается в материи, и отрицательная, связанная с гравитацией. Эти два типа могут полностью компенсировать друг друга, словно плюс и минус в математике. То есть, с точки зрения физики, Вселенная могла появиться без нарушения законов природы, потому что сама ее энергия остается нулевой. Но даже если теория верна, остается главный философский вопрос: почему вообще что-то существует? Почему вообще произошли эти квантовые процессы? Возможно, на него никогда не удастся найти точный ответ. Или, возможно, Вселенная не единственная. Есть гипотезы, что существует бесконечное множество вселенных, и наша лишь одна из них. Если это так, тогда появление новой вселенной – это не редкость, а естественный процесс, который происходит постоянно. Как бы ни была устроена Вселенная, ее рождение остается одной из самых великих загадок. Мы можем лишь строить теории и искать доказательства, но пока никто точно не знает, почему ничего вдруг превратилось во все. Но что было до Вселенной? Мы знаем, что в результате большого взрыва из крошечной точки возникло все: пространство, время, материя, энергия. Но если все появилось тогда, значит, до этого момента не существовало ни времени, ни пространства, ни даже самой идеи чего-либо. Или все-таки было что-то, о чем мы пока не знаем? На первый взгляд кажется, что на этот вопрос невозможно ответить. Ведь когда мы говорим «до чего-то», мы подразумеваем, что есть время, в котором одно событие идет за другим. Но если само время появилось только после Большого взрыва, то понятие «до» просто теряет смысл. Это как спрашивать, что находится севернее Северного полюса. Нет никакого еще более северного направления, так же, как, возможно, не было никакого «до» в привычном нам смысле. Но несмотря на это, ученые все же пытаются понять, что могло предшествовать рождению нашей Вселенной. Существует несколько гипотез, каждая из которых предлагает свое объяснение.
Одна из таких интересных теорий – идея циклической Вселенной. Она говорит о том, что наш мир – это не единственное рождение пространства и времени. Возможно, Вселенная постоянно переживает череду рождений и смертей. Она расширяется, потом сжимается в одну точку, снова взрывается, и все начинается заново. Это значит, что до нашей Вселенной могла быть другая, которая прошла свой путь, сжалась, исчезла и оставила после себя условия для новой Вселенной, в которой теперь живем мы. Этот процесс мог повторяться бесконечно, и у мира не было настоящего начала, а был лишь вечный цикл изменений. Есть и другая гипотеза – теория мультивселенной. Она предполагает, что наша Вселенная – это всего лишь одна из бесконечного множества вселенных. Возможно, они появляются и исчезают постоянно, каждая со своими законами физики, своими пространствами и временем. Если это так, то до нашей Вселенной могла существовать бесконечная цепочка других вселенных, и наша всего лишь один эпизод в огромной космической истории, которая никогда не начиналась и никогда не закончится. Существует еще одна гипотеза, о которой я говорил ранее, которая звучит еще более загадочно. Идея о том, что Вселенная могла появиться буквально из ничего. В квантовой механике существует понятие квантовых флуктуаций. Это случайные вспышки энергии, которые могут возникать даже в пустоте. Некоторые ученые считают, что вся наша Вселенная могла быть такой квантовой флуктуацией, но в огромных масштабах. В этом случае до Вселенной не было ничего в привычном смысле. Но есть и философские версии. Некоторые говорят, что пытаться понять, что было до Вселенной, это как пытаться услышать тишину. Наш разум просто не может постичь такие вещи, потому что он привык мыслить в рамках времени и пространства. Возможно, этот вопрос вообще не имеет ответа, потому что само понятие «до» неприменимо к тому, что происходит до рождения времени. Когда мы смотрим на ночное небо, оно кажется бесконечным. Но действительно ли Вселенная не имеет конца? Или у нее есть границы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять природу пространства и времени. Современные научные данные говорят, что пространство не просто расширяется, а само создается. Большой взрыв не был обычным взрывом, где материя разлетается в уже существующем пространстве. Вместо этого пространство само начало расширяться из сверхплотного и горячего состояния. Если Вселенная бесконечна, это означает, что она всегда такой была, даже в момент ее рождения. В этом случае у нее нет центра, нет края, и она просто становится больше во всех направлениях одновременно. Подтверждением этой идеи служат исследования космического микроволнового фонового излучения, остаточного света Большого взрыва. Его равномерное распределение указывает на то, что пространство, скорее всего, плоское, что делает вариант бесконечной Вселенной более вероятным. Другой вариант – Вселенная имеет конечный размер, но при этом у нее нет четкой границы. Это похоже на поверхность Земли. Если ты будешь идти вперед бесконечно долго, то никогда не упрешься в край, но при этом Земля имеет конечный размер. Возможно, наше пространство устроено по аналогии, но в 3 измерениях, а не в 2. Если Вселенная конечна и замкнута, то, двигаясь в одном направлении бесконечно долго, в какой-то момент можно вернуться в исходную точку. Однако на данный момент
мы не наблюдаем повторяющихся структур в далеком космосе, что делает этот вариант менее вероятным. Предположим, что Вселенная все-таки конечна. Тогда возникает вопрос, что за ее пределами? Это один из самых сложных вопросов современной космологии. Если пространство действительно имеет край, то что находится за этой границей? Некоторые теории предполагают, что за пределами нашей Вселенной могут существовать другие Вселенные. Это концепция мультивселенной. Представь, что наша Вселенная – это пузырь в бесконечном космическом океане, где есть и другие пузыри Вселенные. В них могут действовать совершенно другие законы физики. Время может течь иначе, а само пространство может иметь иные формы. Другой вариант – пространство Вселенной может быть конечным, но находиться в чем-то большем, например, в четырехмерном гиперпространстве, которое мы не можем наблюдать напрямую. Если пространство действительно конечное, но не встроено во что-то большее, за его границей может не быть ничего, ни времени, ни материи, ни самого пространства. Но это сложно представить, так как наше восприятие привыкло к идее, что любое ограниченное пространство существует внутри чего-то еще. На данный момент наука не дает окончательного ответа на вопрос, бесконечна ли Вселенная. Наблюдения показывают, что либо она действительно бесконечна, либо настолько велика, что мы не видим ее границ. А если границы есть, то за ними может находиться либо другая реальность, либо просто ничего. Изучая Вселенную, мы сталкиваемся с фундаментальными пределами человеческого понимания. Но именно в этом и заключается великая загадка Вселенной. Существует ли только одна Вселенная? Или их множество? Но как ответить на этот вопрос? Ведь даже нашу собственную Вселенную мы еще не изучили полностью. Мы знаем, что она огромна, наполнена миллиардами галактик, бесконечными звездами и планетами, а пространство расширяется, унося их все дальше друг от друга. Но возможно ли, что где-то за ее пределами существуют другие Вселенные, с другими законами физики, другим временем и, может быть, даже с другими версиями нас самих? Сегодня ученые рассматривают несколько теорий, каждая из которых по-своему объясняет возможность существования множества вселенных. Одна из самых популярных гипотез – теория мультивселенной. Она предполагает, что наша Вселенная – это лишь один пузырь в бесконечном океане таких же пузырей. Эти вселенные могли появиться так же, как и наша, в результате большого взрыва, только в разных местах, в разное время и с разными свойствами. Некоторые могут быть похожи на нашу, а в других могут действовать совершенно иные законы физики, где, например, гравитация слабее или не существует привычного нам времени. Если эта теория верна, то количество вселенных может быть бесконечным. Существует также идея квантовой мультивселенной. В основе ее лежит странный и загадочный мир квантовой механики, который управляет поведением мельчайших частиц. В этом мире частицы могут находиться сразу в нескольких состояниях одновременно, пока мы не наблюдаем за ними. Некоторые ученые считают, что каждый раз, когда в квантовом мире происходит событие с несколькими возможными исходами, Вселенная как бы разделяется на несколько вариантов, где реализуется каждый из возможных результатов. Это значит, что в одной Вселенной ты сейчас смотришь это видео, в другой ты уже досмотрел и поставил лайк, в третьей еще не начал смотреть, но уже подписался, а в четвертой этого видео даже не существовало.
В этом случае число вселенных становится просто бесконечным, потому что каждое событие в каждом мгновении создает новые реальности. Есть еще гипотеза пространственной мультивселенной. Представь себе огромную бесконечную вселенную, в которой мы видим только маленькую ее часть. Если вселенная действительно бесконечна, то рано или поздно в ее бесконечных просторах материя может случайно собраться точно так же, как в нашем мире, создавая копии галактик, звезд, планет и даже людей. Это означает, что где-то в далеких областях Вселенной может существовать еще одна планета Земля, где все происходит точно так же, как здесь, или немного по-другому. Еще одна теория связана с тем, что наша Вселенная может быть рождена внутри другой, более крупной реальности. Некоторые ученые предполагают, что черные дыры могут быть своего рода порталами, ведущими в другие вселенные. В этом случае внутри каждой черной дыры может возникать новая вселенная, которая развивается независимо от той, в которой она появилась. Все эти гипотезы звучат невероятно, но на самом деле пока нет точных доказательств ни в пользу одной вселенной, ни в пользу множества. Мы можем наблюдать только нашу собственную вселенную, потому что свет и информация не могут прийти к нам из-за ее границ. Однако физика, математические модели и логика подсказывают, что возможность существования множества вселенных вполне реальна. Если вселенных действительно бесконечно много, то это означает, что наша вселенная лишь одна из бесчисленного множества миров, каждый из которых развивается по своим законам. Может быть, где-то есть вселенная, похожая на нашу, но с небольшими отличиями, а может быть, существуют такие, которые мы даже не можем себе представить. Можно ли попасть в другую вселенную? Этот вопрос звучит, как будто он пришел из научной фантастики. Мы привыкли к историям, где герои находят таинственные порталы, прыгают сквозь измерения и оказываются в совершенно другом мире. Но возможно ли это в реальности? Если другие вселенные существуют, то возникает вопрос, можно ли в них попасть? Здесь все становится сложнее. Дело в том, что мы пока не знаем, где проходят границы между вселенными. Есть ли они вообще и существует ли способ их пересечь? Если наша вселенная – это как огромный пузырь в бескрайнем космическом океане, то как можно пробраться в другой такой пузырь? Одна из идей заключается в том, что черные дыры могут быть своего рода порталами. Мы знаем, что черная дыра – это область, где гравитация настолько сильна, что ничего не может ее покинуть, даже свет. Но некоторые теоретики предполагают, что внутри черной дыры может находиться проход в другую вселенную. Это значит, что если бы кто-то смог пройти через черную дыру, он бы оказался в другом мире. Проблема в том, что пока у нас нет технологий, которые позволили бы изучить, что происходит внутри черных дыр, а гравитация внутри них разрывает все на части. Есть еще одна гипотеза о так называемых кротовых норах. Это гипотетические туннели, которые могут соединять разные точки пространства и даже разные вселенные. В математических моделях такие подходы возможны, но пока никто не доказал, что они действительно существуют. Если бы их удалось обнаружить и использовать, возможно, путешествия между вселенными стали бы реальностью. Но что, если другие вселенные находятся не где-то вдалеке, а буквально рядом с нами, но мы просто не можем их увидеть? Есть теория, что они существуют в других измерениях.
скрытых от нашего восприятия. Представь себе двухмерных существ, живущих на плоском листе бумаги. Они не могут видеть третье измерение. Но если бы ты ткнул палец через их плоский мир, они бы увидели только его срез, не понимая, что есть нечто большее. Возможно, и мы находимся в похожей ситуации. Просто не можем осознать другие вселенные, потому что наш мозг и наши органы чувств не приспособлены для этого. Если путешествия между вселенными когда-нибудь станут возможны, то, скорее всего, это будет связано не с обычными полетами, а с технологией, способной изменить само пространство и время. Пока это кажется чем-то невероятным, но ведь когда-то и полеты в космос были лишь мечтой. Хотя пока мы не знаем, как попасть в другую вселенную, сам факт, что ученые всерьез рассматривают такую возможность, уже делает эту тему захватывающей. Что самое мощное во Вселенной? Когда мы говорим о силе, то обычно представляем что-то огромное, разрушительное или невероятно энергичное. В мире, где существуют гигантские звезды, черные дыры, колоссальные взрывы и невидимые силы, трудно выбрать что-то одно. Но если внимательно рассмотреть Вселенную, можно найти несколько явлений, которые по-настоящему потрясают своим могуществом. Одно из самых мощных явлений – это сверхновые. Это взрывы огромных звезд, которые в последние моменты своей жизни сбрасывают наружу колоссальное количество энергии. За считанные секунды такие взрывы могут выделить больше энергии, чем наше Солнце за всю свою жизнь. Свет от вспышки сверхновой может затмить целую галактику и быть виден на расстоянии миллионов световых лет. Такие события оставляют после себя либо нейтронную звезду, либо черную дыру, а иногда разбрасывают в космос тяжелые элементы, из которых потом формируются новые звезды и даже планеты. Но если говорить о чем-то еще более мощном, то можно упомянуть гамма-всплески. Это еще более яркие, энергетически насыщенные явления. Гамма-всплеск – это короткий, но невероятно мощный выброс гамма-излучения, который может происходить при столкновении нейтронных звезд или при особом виде взрыва звезды. Если бы такой всплеск случился рядом с нашей галактикой и был направлен в сторону Земли, он мог бы испарить атмосферу и стереть с лица планеты всю жизнь. Однако, даже сверхновые и гамма-всплески – ничто по сравнению с мощностью черных дыр. Эти объекты настолько массивны, что и гравитация не позволяет даже свету вырваться наружу. В центре нашей галактики, как и в центре большинства других, находится сверхмассивная черная дыра, которая весит в миллионы или даже в миллиарды раз больше Солнца. Материя, падающая в черную дыру, разогревается до невероятных температур и выделяет огромное количество энергии, создавая самые яркие объекты во Вселенной – квазары. Они настолько мощные, что могут светить ярче, чем вся галактика, и быть видны на расстоянии в миллиарды световых лет. Но сила бывает не только разрушительной. Одна из самых могущественных сил во Вселенной – это гравитация. Она кажется слабой по сравнению с другими видами взаимодействий, но именно она управляет движением планет, звезд и галактик. Она заставляет Вселенную быть такой, какая она есть, соединяет звезды в скопления, держит галактики вместе и влияет на течение времени. Без гравитации не было бы ни планет, ни звезд, ни нас самих. Но что, если самое мощное во Вселенной – это не отдельные объекты, а сама Вселенная и ее законы?
Ее расширение продолжается с момента Большого взрыва, и в этом процессе участвует загадочная сила, которую ученые называют темной энергией. Пока мы почти ничего о ней не знаем, но именно она заставляет пространство раздуваться с ускорением, преодолевая даже гравитацию. Если ее влияние будет расти, через миллиарды лет Вселенная может растянуться так сильно, что галактики исчезнут за горизонтом событий, а атомы перестанут существовать. Возможно, чем больше мы узнаем о космосе, тем больше понимаем, что подлинная мощь кроется не в отдельных объектах, а в самой природе Вселенной, в ее законах, которые управляют всем сущим. Вселенная огромна, бесконечна и неизведанна. Она полна тайн, которые будоражат воображение, и явлений, которые выходят за пределы человеческого понимания. Именно это делает ее такой страшной. Мы привыкли чувствовать себя в безопасности на Земле, в своем доме, под защитой атмосферы и солнечного света. Но стоит заглянуть чуть дальше, и перед нами раскрывается безграничное пространство, наполненное тьмой, холодом и силами, способными уничтожить все живое. Первое, что пугает во Вселенной, это ее размер. Она настолько огромна, что даже свет, который движется с невероятной скоростью, может путешествовать миллиарды лет, прежде чем достичь нас. Мы находимся в маленьком уголке, а за его пределами простирается бесконечность. Эта безмерность заставляет нас чувствовать себя ничтожно малыми. Если представить, что наша планета – это песчинка, то вся Вселенная – это бескрайняя пустыня. Мы живем на этом крошечном островке в океане бесконечного космоса, а за его пределами нам некуда спрятаться. Другой пугающий аспект – это абсолютная тьма и холод. Космос в большинстве своем пуст и безжизнен. Вдали от звезд царит непроглядная тьма, а температура падает почти до абсолютного нуля. Если бы человек оказался в открытом космосе без защиты, то не продержался бы и минуты. Мы существуем только потому, что нам повезло родиться в месте, где условия идеально подходят для жизни. Но стоит выйти за пределы этой тонкой оболочки, и нас ждет безжалостная пустота. Во Вселенной есть силы, которые невозможно остановить. Черные дыры – одни из самых устрашающих объектов. Если что-то пересекает границу черной дыры, оно исчезает навсегда. Черные дыры не излучают света, их невозможно увидеть напрямую. Они просто существуют, скрытые в темноте, словно невидимые хищники. Более того, некоторые из них могут блуждать по галактике, а значит, однажды такая невидимая сила может появиться рядом с Солнечной системой, уничтожая все на своем пути. Но еще страшнее осознание того, что во Вселенной могут происходить катастрофы, о которых мы даже не подозреваем. Космос не предупреждает нас об опасности, он просто действует по своим законам. А что, если во Вселенной есть кто-то еще? Мы привыкли думать о внеземной жизни как о чем-то далеком. Но если она существует, то мы не знаем, дружелюбна ли она или нет. Мы отправляем сигналы в космос, надеясь найти братьев по разуму. Но что, если кто-то их уже слышал? Мы не знаем, какие формы жизни могут существовать там, за миллиардами световых лет. Может, они разумны, а может, это существа, чья природа нам даже не представима. Возможно, мы слишком самонадеянно предполагаем, что будем теми, кто делает первый шаг, не задумываясь о последствиях. Но, пожалуй, самое страшное – это конечность всего. Вселенная, какой бы она ни была огромной, не вечна. Ученые предполагают,
что однажды она может прийти к концу. Может, она будет расширяться вечно, превращаясь в холодное пустое пространство, где не останется ни звезд, ни планет, ни жизни. А может, расширение изменится сжатием, и все вернется в одну точку, из которой когда-то начался большой взрыв. Какой бы ни была ее судьба, мы лишь временные свидетели этого процесса. Вселенная страшна своей непредсказуемостью, своим равнодушием к нашему существованию, своей бесконечностью и тем, что мы, возможно, никогда не сможем понять ее полностью. Может ли наша Вселенная быть всего лишь симуляцией? Это звучит как сюжет научно-фантастического фильма, но на самом деле этот вопрос обсуждают не только писатели и режиссеры, но и ученые, философы и даже программисты. Идея о том, что наша реальность – это нечто вроде компьютерной программы, кажется странной, но если задуматься, она не так уж невероятна. Все началось с философских размышлений. Если представить, что когда-нибудь цивилизации смогут создать невероятно мощные компьютеры, способные моделировать целые миры, разве они не попробуют это сделать? Сейчас мы уже можем создавать виртуальное пространство, где персонажи двигаются, думают и даже реагируют на окружающий мир. А что, если когда-нибудь технологии дойдут до того, что симуляция будет настолько сложной, что существа внутри нее не смогут отличить ее от реальности? Если такая технология возможна, то вероятность того, что мы сами уже живем в симуляции, становится очень высокой. Эту идею развил шведский философ Ник Бостром. Он предложил так называемый аргумент симуляции. В нем есть три варианта. Либо цивилизации никогда не достигнут такого уровня технологий, либо они достигнут, но не будут создавать симуляции, либо такие симуляции уже существуют, и мы живем в одной из них. Если рассуждать логически, то если хотя бы одна продвинутая цивилизация когда-то создала симуляцию, значит в ней могли появиться сознательные существа, которые тоже могут создать свои симуляции. В таком случае настоящих вселенных может быть очень много, а симуляций бесконечно много. Тогда становится вероятным, что мы часть этой цепочки. Но как можно проверить, симуляция ли наша Вселенная? Ученые пытаются найти следы возможных ошибок или ограничений, которые могли бы намекнуть на искусственную природу реальности. Например, мы знаем, что физические законы работают с определенной точностью, но есть фундаментальные пределы, такие как скорость света или квантовая неопределенность. Некоторые предполагают, что эти пределы могут быть чем-то вроде максимального разрешения или частоты обновления нашей программы. Есть и другие странности. Например, тот факт, что наша Вселенная строго подчиняется математическим законам. Почему природа настолько логична? Почему уравнения так идеально описывают все, что мы наблюдаем? Если Вселенная была бы просто случайным набором хаотических событий, разве не должно было быть гораздо больше беспорядка? Но все работает с невероятной точностью, как будто кто-то написал код, в котором нет лишних строк. Некоторые ученые даже предполагают, что мы могли бы найти следы пикселей, пространства минимальных единиц, из которых состоит реальность, как пиксели на экране. Исследования показывают, что пространство и время могут быть дискретными, а не бесконечно делимыми, что похоже на работу цифровой системы. Но если мы живем в симуляции, то кто ее создал? Здесь можно строить множество догадок. Это могут быть более развитые цивилизации, которые проводят эксперименты. Может быть, кто-то просто решил посмотреть, как будет развиваться мир, подобный нашему.
Или, возможно, наш мир — это нечто вроде игры, в которой мы являемся цифровыми аватарами, даже не подозревающими о существовании реальных игроков. С другой стороны, пока нет твердых доказательств того, что мы действительно живем в симуляции. Все, что мы знаем, можно объяснить обычными законами физики, даже если они кажутся загадочными. Может быть, реальность просто так устроена, и нам хочется искать сложные объяснения там, где их нет. Но даже если наша Вселенная симуляция, имеет ли это значение? Мы все равно чувствуем, думаем, любим, живем. Если симуляция настолько совершенна, что мы не можем отличить ее от реальности, то, может быть, для нас она и есть реальность? Что будет после Вселенной? Этот вопрос, который кажется бесконечно далеким от нашей реальности. Мы привыкли к тому, что все имеет начало и конец. Но когда речь идет о чем-то настолько грандиозном, как Вселенная, наше понимание времени и пространства сталкиваются с трудностями. Существует несколько научных гипотез о будущем Вселенной. И каждая из них предлагает свой вариант того, что произойдет, когда она достигнет своего предела. Первый возможный сценарий называют тепловой смертью Вселенной. Он основан на том, что наша Вселенная постоянно расширяется, и это расширение со временем приведет к полному рассеиванию энергии. Звезды постепенно погаснут, оставив после себя холодные мертвые останки. Черные дыры в течение триллионов лет будут испаряться из-за излучения Хокинга, оставляя после себя только холодное пустое пространство. В конце концов, вся энергия будет равномерно распределена, и больше не останется ничего, что могло бы совершать работу или изменяться. Наступит вечная тишина, абсолютная темнота и бесконечное ничто. Но есть и другой вариант, называемый большим разрывом. Если расширение Вселенной будет ускоряться, то в какой-то момент силы, растягивающие пространство, станут сильнее всех других взаимодействий. Галактики разлетятся друг от друга настолько быстро, что их свет больше не сможет достигать наших телескопов. Затем силы расширения начнут рвать звезды, затем планеты, затем атомы. В какой-то момент пространство и время просто перестанут существовать, так как больше не останется ничего, что могло бы их заполнять. Еще один сценарий – большое сжатие. Он предполагает, что когда-нибудь расширение Вселенной замедлится, а затем сменится на сжатие. Гравитация снова начнет стягивать галактики друг к другу. Звезды начнут сближаться, температура будет расти, и в конце концов вся материя схлопнется обратно в одну точку, подобную той, из которой Вселенная возникла во время Большого взрыва. Если это произойдет, возможно, за этим последует новый Большой взрыв, и Вселенная родится заново. Тогда наш мир не исчезнет навсегда, а просто начнется с чистого листа. Некоторые ученые рассматривают еще более странные варианты. Например, гипотезу, что Вселенная может переродиться через квантовые флуктуации. В невероятно далеком будущем, когда не останется ничего, даже время станет бессмысленным, из случайных квантовых эффектов может возникнуть новая Вселенная. Возможно, это уже происходило бесчисленное количество раз, и наш мир всего лишь один из таких циклов. А что, если у Вселенной нет конца? Может быть, она будет просто существовать вечно, но в измененной форме. Возможно, галактики будут исчезать за горизонтом событий из-за расширения, но сам процесс никогда не остановится. Тогда не будет ни конца, ни перерождения, а только бесконечное течение времени.
Вселенная – это бесконечная тайна, которую мы только начинаем разгадывать. Ответы на многие вопросы уже найдены, но каждый новый шаг в изучении космоса приносит еще больше загадок. Возможно, однажды мы поймем, что было до Большого взрыва, что скрывается за границами видимой Вселенной и что ждет ее в далеком будущем. Но пока мы можем лишь смотреть на звезды, изучать их свет и задавать вопросы. Ведь именно в этом сила человеческого разума – стремиться понять даже то, что кажется непостижимым. Подписывайтесь. Еще увидимся.